Вы должны понимать, что 80% ваших убытков происходит не потому, что вы не умеете пользоваться индикаторами или у вас неправильная торговая стратегия. Это происходит потому, что ваш мозг буквально запрограммирован искать точки входа там, где их нет. В сегодняшнем видео я хочу навести в ваших головах порядок и разложить все по полочкам. Разберу самые часто встречающиеся ловушки графика, на удочку которых попадаются новички, и постараюсь дать вам оптимальный маршрут, по которому стоит идти в выборе оптимальной точки входа. Поэтому настраивайтесь на получение максимальнейшей пользы. Расслабляйтесь, просто кайфуйте, слушайте, внимайте, вникайте. Приятного просмотра, поехали. Итак, мы видим тренд на графике. То есть явное поступательное движение, восходящее и возможность для лонгов. Тренд is your friend, как учили нас всех, правильно? Как раз вот сейчас в моменте отскока вверх можно интерпретировать сделку как идеальную точку входа. Или же все-таки нет. Давайте перейдем на часовой таймфрейм и посмотрим, что у нас тут происходит. А вот здесь, как видите, у нас все не так, все однозначно. Мы в скучном однообразном боковике. Актив консолидируется, находясь примерно на одном уровне. И сейчас мы уже с вами на верхней границе этого коридора, упираемся в потолок практически. Актуальная свеча зеленого цвета, но она уже практически откатывается вниз. Это разворотный час в рамках боковика. И сейчас мы снова спустимся к его нижней границе, понимаете? Резонный вопрос. Если у нас здесь подготовка к отскоку на часовике, стоит ли доверять тому, что на минутках? Я бы не стал. Поэтому я открываю сделку в шорт на 1 минуту. Смотрите. Мы видим теперь график под иным углом, и нам доступны уже другие сигналы. Вот здесь, казалось бы, небольшой уровень, который в итоге пробили вниз во время разворота. Это и есть откат от верхней границы боковика, который мы ранее просто не замечали. И вот здесь вот он тоже проходит. Теперь все стало на свои места, понимаете? И мы торгуем в верном направлении. Давайте вернемся на час и выделим этот боковик с помощью линии. Можно построить весь канал, но сейчас нам достаточно выделить верхнюю линию, зону сопротивления, потому что мы от нее и торгуем. Вот. Теперь мы все четко понимаем, все видно. И смотрите, что происходит на минуте. Все становится на свои места. Мы в верном направлении. Так что было в начале видео? Иллюзия движения вверх? Нет, друзья. Отсутствие полноты картины и ошибочная интерпретация частично учтенного графика. Это регулярнейшая проблема всех новичков, даже опытных трейдеров. Раз уж речь идет о целостном восприятии, давайте учиться строить полную картину. Окей, достраиваем боковик полностью. Так просто копируем линию, даже можно грубо чуть-чуть. И теперь у нас с вами структурирована целая формация. Видите? Сразу же понимаем, как, куда и что будет примерно у нас двигаться цена в глобальной перспективе. Наш мозг уже автоматически сканирует картинку, и теперь я открываю сделку в шорт не потому, что это какая-то догадка, а потому что это логичное решение. Разбираемый нами кейс связан с эффектом ошибочных восприятий графика, понимаете? То есть разум вроде как видит восходящий тренд на графике, но при этом он не учел ничего, кроме того, что увидел в первую секунду. Вот в этом и ошибка. На дневной таймфрейм с вами перейдем, посмотрим, что мы с вами в очень узко зажатом боковичке. На часовом видим уже его более отчетливо, но это боковик, так или иначе. Он рано или поздно закончится 100%, но пока он идет, мы будем торговать именно в нем. Теперь делаем первый вывод. Чем меньше масштаб, тем больше шансов, что тренд либо иллюзия, либо незначительный. Понимаете меня? Либо заканчивается вообще прямо сейчас. Проверить это можно просто, открыв часовой таймфрейм. Пара секунд, мы в плюсе, очень своевременно, кстати. Оставим теперь этот кейс, разберем другие иллюзии. Еще более страшной проблемой новичков является интерпретация фигур. Потому что фигуры, они и так сами по себе как бы субъективные. Давайте, ладно, сейчас начерчу то, что видят буквально вот вообще все на каждом графике. Допустим, двойная вершина, культовый паттерн. Все расположено как нельзя точно, в
том числе и шея у нас есть, и пробой шеи есть, но все почему-то идет не по плану. Актив снова разворачивается. Вот другой пример. Обратная голова плечи. Выделяем все ее очертания, понимаете, и все равно все идет не так, потому что это шум, это микротренды. Не работают они здесь. Не надо их искать. Забудьте про фигуры технического анализа, если вы торгуете с минутной экспирацией. Иногда, конечно, они себя отрабатывают, друзья, но не стоит на этом строить свою систему. Это бред. Торгуйте с индикаторами, оценивайте объемы. Вам не нужен рыночный шум. Его очень много. Вот посмотрите просто. Голова плечи такая же. Короче, все это одним словом шляпа. Не старайтесь искать тренд там, где его нет. Редко они отрабатывают себя, эти фигуры. На опыте мной уже это пройдено. Сейчас поищу новые кейсы. И мы с вами продолжим. Поехали. Иллюзия — это настоящее проклятие. Проклятие для всех, для новичков, для опытных трейдеров. И очень сложно на самом деле от него избавиться. Все это достигается только путем потом и крови, вот, и осилит дорогу идущий. В общем, друзья, нет навыков опаснее, чем те, которые у вас не работают, и те, которые приводят вас к сливу. Именно поэтому так важно найти нужный, верный, грамотный источник информации, откуда черпать свои знания и мотивацию, идти дальше по этому пути. Я предлагаю вам вступить в свой телеграм-канал как раз за этим, чтобы получать эти знания из первых уст, из моих уст, от человека, который уже 7 лет находится на рынке. И поверьте мне, я видел многое. Я знаю много, я видел много, и мне есть о чем с вами поделиться и рассказать. Ссылки оставлены в описании, просто переходите, подписывайтесь, посмотрите, что там есть. Там не только информация, там еще и торговые сессии, в которых вы можете со мной поторговать, принять свое участие. Можете написать мне лично в Телеграме, написать мне, узнать какие-то нужные, интересующие вас вопросы, как встать на этот путь, что нужно делать и как не ошибаться. Ссылки в описании к этому ролику. Подписывайтесь, пожалуйста, а мы продолжаем. Есть еще один момент, заслуживающий разбора. Как будто импульс вверх, да, был, но я вхожу с вами в шорт. Хотя аргументы можно привести уже на минутках. Давайте зайдем на масштаб повыше все равно, чтобы вы точно все поняли. Часовой график снова показывает нам иную картину. Опять консолидация. Мы у верхней границы этого боковика. Поэтому опять мы ждем снижения в нижнюю часть. Зайдем на дневной. И тут придется нам немножко включить голову, провести качественный анализ ситуации. Мы наблюдаем с вами гигантский многосуточный боковик. Максимально точно сейчас постараюсь выделить его границы. Это сложно сделать. В общем, каждое касание нижней границы приводило к отскоку, вы это понимаете. Из раза в раз все повторялось. Но сейчас время еще не пришло. Актив не коснулся низа полностью. Настоящего отскока еще не было. А значит, мы еще должны упасть для движения потом вверх. Ну и эта свечка, это целый день торговли, видите? Ее тень больше тела. Значит, что мы скорее падали, чем росли. Сделка в плюс. Прекрасно, давайте продолжим на другом графике. Точно такая же ситуация. Смотрите, мы уже в курсе с вами об иллюзиях масштаба, поэтому сразу посмотрим, что происходит на дневном графике. Часовой, понятно, боковик. Давайте рассмотрим дневной. Тут все не так однозначно, но медвежьи сигналы есть. Согласитесь, последние свечи с длинными верхними тенями, что означает давление продавцов сверху. Теперь еще раз посмотрим на часовой. Убедимся, что есть настроение падать. И вернемся на минуту. Здесь уже нет никаких сомнений, поэтому входим в сделку в шорт. У нас есть пробой недавнего уровня, так что в микромасштабах, в мировых, вернее, масштабах тоже все у нас отлично. Вот, выделяю для вас этот уровень, чтобы было все понятно. Пока идет время, расскажу про еще один вид искажений, с которым чаще сталкиваются любители альтернативных чартов. Одна и та же котировка может выглядеть иначе, если отображается по разным принципам построения шкалы. Но на логарифмическом графике любой рост выглядит плавным. На линейном он чаще схож с огромным взрывом. Один и тот же инструмент воспринимается по-разному, понимаете? Здесь главное понимать, какой именно график у тебя открыт.
дабы не сделать какие-то преждевременные выводы и не совершить ошибки. Визуально отличия будут колоссальными, и это важно очень сильно учитывать. Мы тем временем почти закрываем сделку, осталось еще пара секунд. Ну вот, цена снижается туда, куда нам нужно. Прекрасно просто. Все как по маслу. Давайте сменим график, поищем еще какой-нибудь кейс и закрепим всю инфу. Вот, пошел резкий откуп после снижения, и это неспроста. Я вхожу в лонг, потому что уже знаю, что происходит на вышестоящих таймфреймах. Давайте покажу его вам. Дневной таймфрейм. Выделяем линию тренда и понимаем, что мы с вами сейчас растем. Теперь понятно, да, почему так. Переходим на часовой, чтобы дополнить нашу картину. И видим, что это краткий был откат вниз. Переходим на минуту и понимаем, что тренд у нас все-таки восходящий, ребята. И мы просто вот в рамках минуты оказывались с вами в рыночном шуме. Ну, пока актив не хочет нас слушаться, стоит на месте. Обидно было закрыть эту сделку минус, но вы понимаете, что никогда никакая система стратегий, никакой ваш анализ не даст вам 10 из 10. Это невозможно. Поэтому улучшаем качество своей торговли и верим в лучший исход. Ну, не так обидно, окей. По моему анализу ничего не меняется, даю графику второй шанс. Пока идет экспирация, сделаем пару выводов. Ваш мозг лучший союзник и главный враг во время анализа рынка. Так было всегда, так будет всегда. Доверяйте ему, но проверяйте. Ваш мозг способен достраивать невидимые, несуществующие фигуры и фантазировать насчет трендов, интерпретировать их как-то по-своему. Второй вывод: с этим легко бороться. Достаточно просто дать вашему серому веществу немножко подумать. Зайдите на вышестоящий таймфрейм и посмотрите, что происходит в целом. Чертите уровни обязательно, стройте их на своих графиках перед тем, как начать сессию. Оценивайте волатильность, общее настроение рынка. Проделывайте такой же качественный анализ, как я сейчас, и вы получите верные данные, верные вводные данные для того, чтобы не ошибаться. Не ошибаться в движениях, не ошибаться в трендах. Ложные импульсы, тренды, уровни будут вам уже не страшны. Я думаю, что мы изучили достаточно наглядных кейсов, и теперь можем подвести итоги. Ну что, друзья, доверяй, но проверяй. Да? Теперь вы знаете о самых часто встречающихся ошибках на графиках и его ловушках. Надеюсь, видос был для вас полезен, и вы из него заберете только пользу, а также прожмете лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Все, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. С вами я прощаюсь, увидимся в моих новых выпусках. До встречи, пока.